Смотрите, какая у нас сегодня баранья нога на нашем канале. Будем ее запекать в духовке в очень интересном маринаде. На нашем рынке есть отдел мяса халяльного. Собственно говоря, эту ногу я там и купил. Как сказал мясник, лимфоузел он уже вырезал. Мне осталось только по кости отделить мясо. Смотрите, что у нас должно получиться. Это вот кость, которую я из ноги вырезал. Ну и, собственно говоря, вот единым куском мякоть, которая была вокруг косточки. Мы это сделали для того, чтобы наше мясо лучше и хорошо промариновалось прям со всех сторон. Теперь давайте сделаем маринад для нашей баранины. Будем использовать репчатый лук, чесночок, киви. С киви самое главное не переборщите. Оно очень хорошо размягчает мясо. Прям настолько хорошо, что если вы переборщите, то будет перебор. Ну а также будем использовать зелень. У меня петрушка и укроп. Ну еще кое-какие ингредиенты. Сейчас все увидите. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Зелень шинкуем. Вот так вот прям меленько берем и нарезаем. Киви нарезаем кругляшками. На мелкой терке натираем чеснок свежий. Добавляем горчицы. Добавляем немножко майонеза. Прям чуть-чуть. И добавляем соевый соус. Ну и теперь все это дело хорошо перемешаем. Не надо так вот разминать. Просто легкими движениями. Вот таким вот образом. Все это дело перемешиваем. Мясо нам нужно прям со всех сторон хорошо по своему вкусу посолить. Вот так прям. И внутри, и снаружи. Кстати говоря, как вы заметили, я жир бараний не срезал. Прям будем с ним запекать. Потому что нам важна сочность. А если вы срежете, то будет не так, как хотелось бы. Поэтому жир не срезаем. Дальше смотрите, что мы делаем. Я вот так вот мякоть уложил прям пластом. Сейчас мы сюда положим половину нашего маринада. Положим кость. И завернем обратно нашу ногу, как будто мы ее и не разрезали. Вот такая вот фишечка. Поэтому пласт выкладывайте сразу с расчетом, что вы потом будете заворачивать в него кость. Вот таким вот образом примерно половину маринада мы выкладываем. Теперь мы возвращаем нашу кость. Ну и теперь, как вы понимаете, нам нужно вот таким вот образом все это дело вот так вот завернуть. Для удобства давайте возьмем пару шпажечек. Вот таким вот образом. Голеностопную кость я все-таки решил вот так вот по суставу. Давайте ее уберем, чтобы она у нас не торчала. Вот таким вот образом пусть у нас будет. Теперь давайте возьмем кулинарную нить и ей перевяжем ногу, чтобы она не разваливалась. Вытаскиваем шпажки. Собственно говоря, вот такая вот нога у нас должна получиться. Внутри у нас маринадик. Прям это все хорошо промаринуется, запечется и будет очень классно. Смотрите, что делаем дальше. Теперь мы берем фольгу. На фольге делаем вот такую вот подушечку из нашего маринада. Выкладываем, собственно говоря, ногу. Ну и теперь оставшийся маринад сверху
добавляем на ногу. И вот так вот равномерно распределяем. Завернуть. Ну и теперь, как вы понимаете, в несколько слоев нам нужно завернуть нашу баранину. Прям вот так вот плотно заворачиваем. В таком виде отправляем в холодильник примерно на 2 часа, чтобы наше мясо хорошо промариновалось. Кстати говоря, как вы понимаете, этот рецепт можно использовать как праздничный, например, на Новый год. Ведь скоро этот чудесный сказочный праздник, и все будут думать, как бы удивить гостей. Вот вам находочка. У нас прошло чуть больше 2 часов, как маринуется наша баранина. На заднем фоне вы слышите звук. У нас там жарятся куриные ножки. Мы их готовим в грибном соусе. Будет отдельный рецептик. Ну а баранину мы убираем в духовку. Там уже 220 градусов на 15 минут. Как только 15 минут пройдет, убавляем температуру до 160 градусов и запекаем примерно 1,5-2 часа. Здесь смотрите по размеру своей ноги. Я буду запекать 1,5 часа. Ну и плюс 15 минут. Буквально через пару минут мы будем дегустировать нашу баранину. А я хотел бы за ваше здоровье и настроение вот такую кружечку кваса хлопнуть. Живая водица. Из духовки прям хлынул запах барашка. Как вы видите, немного жира наружу все-таки просочилось. Значит, там очень все сочно. Вот так вот. Аккуратненько. Чтобы не обжечься. Убираем нашу фольгу. О, смотрите, сколько тут бульона. Смотрите, сколько тут бульона. Просто нереально. Таким вот образом аккуратненько удаляем нашу нить, наш шпагат. Ну вот такая вот у нас получается баранина. Ну давайте, конечно же, попробуем. Аромат прям, знаете, таким вот барашком, таким благородным, вкусным, сочным и нежным барашком пахнет. Ах, кайф. Мясо просто тает. Очень мягкое, нежное. Очень хорошо, что маринад не перебивает вкус мяса. Вот прям, знаете, прям вот ешь и чувствуешь вкус баранины. Класс. Прям вот слегка дополняется вот эта вот кислинка от киви. Но при этом конкретный мясной вкус. Ну а если вот так вот с киви в прикуску, то это вообще просто сказочно. Вот просто тогда будет, знаете, такое вот мясо прям вот как будто с уже прикольным кисленьким соусом. Спасибо всем за просмотр. Обязательно порадуйте таким блюдом себя и своих близких в какой-то, например, из праздничных дней. Новый год же не за горами, Рождество, ну и так далее. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!